Лето 1942 года. Этот период в Великой Отечественной войне был временем тяжелейших испытаний, знаменательных и трагических событий. Поражение Красной Армии в Крыму и под Харьковом не просто до крайности осложнили обстановку на фронте, а сделали ее катастрофической. Операция под Харьковом готовилась по инициативе командующего фронтом Тимошенко, и немцы знали о ее подготовке. Немецкое командование, в свою очередь, запланировало операцию «Блау» по захвату нефтепромыслов Кавказа и Каспия, и в обеспечение этой операции ставило задачу ликвидировать советский Барвинковский выступ сходящимися ударами из Славянска и Балаклеи. С этого выступа Тимошенко планировал взять в клещи Харьков и захватить его. В результате в марте-апреле 1942 года в районе Харькова шла гонка по подготовке направленных друг против друга наступательных операций. Тимошенко начал наступление первым 12 мая, но первая танковая армия Клейста нанесла 17 мая рассекающий удар, и к 23 мая вся советская группировка оказалась в Барвинковском котле. Прорвав советскую оборону в районе Харькова и Курска, гитлеровцы устремились к Дону, пройдя за 10 дней с боями около 200 километров. 23 июля они взяли Ростов и открыли себе путь на Кавказ. Гитлер принял решение наступать не на Москву, а рвался на юг и на Кавказ, и в этом была своя логика. Немецкой армии не хватало топлива и нужна была кавказская нефть, так как собственные запасы нефти у Германии практически истощились, а у ее союзника Румынии нефти было недостаточно для снабжения многомиллионной германской армии. И 25 октября танковые группы полковника Эберхарта фон Маккензена перешли в наступление в районе Нальчика. Удар в этом направлении оказался для Красной армии полной неожиданностью. Бой приняла 37-я армия генерал-майора Петра Козлова, в распоряжении у которого танков не было вообще. При этом немцы имели трехкратное превосходство в живой силе, 10-кратное в минометах и 11-кратное в артиллерии. И против этой армады оборону держали настоящие богатыри, о подвигах которых со временем слагались легенды. Наступление немцев началось с авианалета на штаб 37-й армии. Связь со штабом была уничтожена. Сходу, прорвав хлипкую советскую оборону, немцы 27 октября заняли Нальчик. 2 ноября село Гизель, где было принято решение собрать танковые силы в кулак и развить успех наступления. Немцы уже готовились праздновать решительную победу. Из донесения штаба группы армии А в ставку Гитлера. Уничтожение этой группировки должно закончиться в несколько дней. Противник отнесен в горы. Представляется, что продвижение танковыми силами в южном, а затем в восточном направлении на Владикавказ откроет широкие перспективы. Закрепившись в селе ближе к полудню 3 ноября, силой до 2 полков пехоты при поддержке танков, немцы начали наступление на Орджоникидзе. Создавалась угроза выхода противника на военно-грузинскую дорогу, единственную пригодную дорогу для движения на главный Кавказский хребет и железнодорожную магистраль Беслан-Грозный-Баку. Немцы уже не думали, что наступление будет остановлено, но советские солдаты совершили невозможное. Части 11-го гвардейского стрелкового корпуса, оставившие Гизель, далеко не отошли. Командир корпуса гвардии генерал-майор Рослый принял решение, оказавшее в дальнейшем решающее значение. Было решено удерживать рубеж в районе Дзуарикао-Фиагдон, за исключением узкого участка, прорванного немцами. Противник забрался в ловушку, которая через несколько дней захлопнулась. Немцы, оказавшиеся в окружении, предприняли попытку прорваться на Майрамадак. 6 ноября у входа в Суарское ущелье оборону держали остатки 2 взводов моряков-курсантов, у которых было около десятка орудий и несколько минометов. Юных моряков отправили на войну буквально из-за парт, некоторым из них до того дня ни разу не доводилось стрелять. Но ребята получили приказ стоять насмерть, и они выполнили его. 3 курсантов враги сожгли заживо, окружив занятый ими дом. Ребятам предложили сдаться, но те продолжали отстреливаться, даже видя, что их положение безнадежно. Снайпер Николай Громов уничтожил 128 гитлеровцев, столько зарубок насчитали потом на его винтовке. Юный герой Герман Шакиров
бросился на головной танк противника с последней гранатой и взорвал его ценой собственной жизни. Младший сержант Барбашов Петр Парфенович, вызвавшись уничтожить обнаруженную огневую точку противника, израсходовав все боеприпасы, бросился на амбразуру и своим телом закрыл ее. И этот список можно было бесконечно продолжать. Бои в Майрамадаге затянулись на 5 дней. Подкрепления дождались лишь 10 ноября. К этому времени на поле битвы осталось лежать 627 защитников. На помощь морякам пришла 10-я гвардейская бригада 11-го гвардейского стрелкового корпуса 9-й армии Закавказского фронта, бойцы которой также отличились своим геройством в бою по уничтожению 1-й танковой армии вермахта, попавшей в Кавказский капкан. Отдельно хотелось бы отметить подвиг 22-летнего гвардии бронебойщика Владимира Кондратенко, который в боях у этого осетинского села подбил 2 и захватил 1 немецкий танк ПЗ-4. К сожалению, восстановить подробности того боя на данный момент не представляется возможным. Сам Кондратенко пал в бою через месяц после совершения подвига. Его командир, подписавший ходатайство о награждении, подполковник Николай Ефимович Терешков, также пал в бою 16 марта 1943 года. Спустя несколько месяцев, в марте 1943 года, в Майрамадаг приехал выживший в том страшном бою командир 2-й роты курсантов Эдуард Мирза Туниев, ему дали отпуск по ранению. Молодой офицер разыскал братскую могилу своих друзей-однополчан. В высоких кабинетах он настаивал, требовал и убеждал, что на месте гибели его товарищей должен быть установлен памятник. Его убеждали, что еще не время ставить мемориалы погибшим, что нет средств, да и материалов тоже. То, что он сделал, своего рода гражданский подвиг, достойный самых высоких слов и оценок. Этот сильно хромавший после ранений фронтовик на местах прошлогодних боев стал собирать в свой солдатский вещмешок латунные гильзы от винтовок и автоматов. Трудно даже представить, сколько раз он нагнулся к земле, поклониться своим павшим товарищам, чтобы наполнить его. Кругом было много латунных стаканов от немецких снарядов, гильз, от пулеметных патронов, но ни грамма вражеского металла не взял Эдуард Мирза Туниев для пятиконечной звезды. И он добился установления памятника. Рабочие одного из заводов Владикавказа переплавили гильзы. Собранного металла хватило не только на звезду, но и на якорь и даже на пластину с фамилиями погибших. Через год после завершения боев в ущелье, 26 декабря 1943 года, памятник был открыт в торжественной обстановке. До сегодняшнего дня не дожил ни один защитник Суарского ущелья. В Майрамадаге, как и по всей стране, ежегодно проходит акция «Бессмертный полк», во время которой потомки несут портреты погибших на войне родственников. Но у многих защитников Суарского ущелья не осталось никого из близких, поэтому их портреты проносят участвующие в шествии майрамадагские школьники. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!